наконец-то мы переехали. Этот месяц был просто ужасным. Наконец-то мы в новой квартире, в новом городе. Я сейчас делаю завтрак. И привет, ребята. Извиняюсь, что меня так давно не было на канале, потому что этот месяц был просто каким-то ужасным. Я сейчас, в общем, кушаю вместе с Димой. Потом мы едем наконец-то на океан отдыхать. И я вам еще по ходу дела все расскажу. Но еще мне нужно разобрать целую гору посылок, потому что мы месяц назад сделали аренду этой квартиры, и все посылки я заказывала на этот адрес. И когда я открыла почтовый ящик, вот реально вся гора посылок просто вывалилась на меня. Поэтому, в общем, сейчас покушаю, пойдем разбирать посылки вместе. Чё? О боже, с чего же начать? Кошмар! Кстати говоря, мы практически оборудовали студию для съемок, мы даже купили свет дополнительный. Так что, боже мой. И, кстати, мы только вчера сюда вселились и уже практически все сделали. Честно говоря, здесь климат немножечко отличается, потому что мы ближе к океану. Здесь гораздо больше влаги, как ты чувствуешь. И все-таки есть какой-то такой бриз океанский. У нас как бы до океана ехать может быть минут 10 на машине, поэтому все-таки что-то ощущается. И это получается костюм Моаны. Так хорошо я открыла. С вот этой юбочкой. Класс! Это круто. Это костюм женщины-кошки. Я, прямо раскрыла все карты, кого я хочу дальше косплеить. Так, дальше. Это Shein. Shein тоже классный сайт, я постоянно с ними сотрудничаю. И это у нас... это белая кофточка. Очень классная, может ее сейчас надеть на пляж. Мне так нравятся вот такие вот, как бандажные топики, белые, с рукавчиками. Очень смотрится как на ребенка, но реально она должна красиво смотреться. Это костюмчик еще один. Ой, какая красота! Спальный костюмчик. Очень красивый такой персиково-розовый, наверное, оттенок. И такая кофточка. Очень красиво. Еще одни лосины. Я так поняла, что вам понравилась часть с тестом спортивной одежды, поэтому спортивную одежду я сохраню для следующего ролика. Буду ее мерить там. Иди сюда. Иди сюда. Теперь у нас собака океанская. Так, в общем, это такой желтенький, ух ты, классный топик. Такая спинка интересная у него. Смотрится прикольно. Написано For Sports. Это тоже Shein. Странно. Две посылки. Кошелек. У меня кошелек уже, конечно, в непригодном состоянии. Пахнет, вот знаете, чем пахнет? Вот этими надувными лодочками всякими, кружочками для плавания. Вот, то есть резиной как бы. Ну, смотрится симпатично. Да, кстати, с двух сторон рисунки. Да, у меня есть такой же, только шортики бирюзовые. Здесь вот такие завышенные шортики, трусики розовые. И вот такой вот топ. Кстати, пришел абсолютно такой же размер. У меня есть такой купальник, и он просто гигантский на меня. Поэтому это как бы без вариантов. Он будет очень странно на мне смотреться. Он очень большой, я уже это точно знаю. Этот пакетик что-то не очень. Ой, это хороший коврик, потому что у меня в основном какие-то клеенчатые. Хороший, прям такая прочная ткань. Я даже не знаю, что это за ткань, но это ткань, потому что в основном все у меня такие коврики клеенчатые. Я вам как-то покажу. Блин, мне очень нравится. И рисунок такой с травкой какой-то, и бахрома. Класс, мне нравится. Дальше это у меня, по-моему, шортики. Да, шортики розовенькие. Класс! Классные шортицы. Вообще классные. Ладно, понятно. Это я, наверное, вам покажу в спортивном ролике, потому что это лосины. Очень странные лосины. Опа! Это классная футболка с надписью Friends, как с сериала «Друзья». Белая классическая футболочка. Очень мне нравятся такие стандартные футболки и надпись Friends. Класс! Мне нравится. Так, это из сайта Zaful, наверное, так его произнести. Я с ними второй раз сейчас сотрудничаю. Мне, в принципе, пришла первая посылка от них, и как бы я довольна. Я сейчас надену кое-какие вещи от их сайта на пляж. И вот следующая посылочка. Тут у меня сарафанчик.
Ой, я давно хотела такой сарафанчик легкий, белый. Мне как-то был подобного типа в Таиланде. И вот я что-то подобное заказала. Кстати, это, по-моему... Да, это комбинезон, шортики внизу. Класс! Это мне... О, боже. По-моему, он большой. Хотя, не знаю. Купальник пицца. Пофоткаться чисто взяла, честно говоря. Но мне кажется, что он будет большой на меня. Хотя надо мерить. Надо мерить. О, классная упаковка. Пупырушки. Иди сюда. Пупырушки. Гей. Класс. Я всю жизнь... Когда-то была мода на эти коробки, честно говоря. И я все не могла себе заказать. И сейчас заказала вот эти коробки для макияжа. Знаете, вот там помадки вставлять разные, акриловые такие вот штучки. Блин, классно смотрится, ничего не надколото. Завыла собака. Если вы хотите какой-то... Если вам интересно в каком-то из блогов, чтобы я показала вам коллекцию косметики, напишите обязательно об этом. И так, поехали дальше. Это шортицы, еще одни шортики, какие-то они очень прочные, как для спортивной одежды. Блин, я аж вспотела, блин, кошмар, кошмар. Так, еще один пакетик и еще, это, не спрашивайте, почему я это заказала. Просто это заказала. Не спрашивайте, почему. Это очень странная вещь в моем заказе. Но я думаю, для каких-то фотосессий прикольных будет, наверное, интересно смотреться. Это лосины, кстати говоря. Ладно, поехали дальше. И последняя вещь, набор чокеров в пастельных оттенках. Тут их раз, два, 6 чокеров. Они стоили, по-моему, вообще копейки там. Фух, ребят, все, осталось 3 посылки. Быстренько, что у нас здесь? Jolly Walk. Ой, что-то помята какая-то посылка. Так, да, это у меня для Instagram коллаборации. Здесь у меня вот такой вот паричок сине-черный, как бы омбре такой идет. Ну, в общем, прикольно смотрится, надо будет мерить. В принципе, качество вроде бы неплохое. Интересно будет смотреться такой голубой оттенок. Мне кажется, под цвет глаз. Здесь идет такая шапочка под него. И здесь получается набор с вот такими клипсами на ногти. Сейчас это очень стало модно. Сейчас все надевают эти клипсы, ребят. Особенно здесь в США. У меня идут вот такие черные с как бы зелено-черным мрамором. И вот такой набор из ресничек. Буду делать какие-то интересные макияжи. И буду их добавлять. Смотрится неплохо. Это еще одна коробочка. Это бижутерия. Смотрится очень симпатично. Так, еще одна следующая посылка. Это у меня следующий паричок. Я люблю такие вот смены образов, я люблю экспериментировать, это весело, это интересно. Я не знаю, что вы думаете по поводу вот этих париков? Я сразу хочу сказать, что в повседневной жизни я их не ношу. Во-первых, потому что это жарко, это очень жарко, и во-вторых, что голова очень сильно болит. Вот буквально час-два, вот так вот, я их надеваю, если пофоткаться, вот какую-то съемку сделать, только ради этого. Ярко-красные волосы с волнами для одного образа, очень интересного. Так что у меня есть вот такие вот волосики теперь, мне очень хочется их померить, реально, я думаю, будет очень круто. Это у меня волосики с бренда Eva Hair. Тут у меня ничего сверхъестественного, обычные такие светло-каштановые волосы, как мои натуральные, но это мне для одного образа, так что они довольно длинные. Так, на этом все, сейчас я буду все это разгребать, мы поедем на пляж, и я вам по ходу дела расскажу, как же мы переезжали, все эти подробности, так что поехали! Блин! Как мне вылезть? Так, в общем, купальник, который я надену на пляж, тоже с этого сайта Zaful, как-то так. В общем, очень красивый, такой простенький, как раз для загара, ничего лишнего. И цвета хаки, мне нравится, в общем. Ну, я-то хотела вам показать, в принципе, апдейт, что касается по фигуре. В принципе, меня, конечно, немножко залило, потому что мы, во-первых, позавчера 2 дня мы просто тягали все самостоятельно с Димой, и у меня просто опухли все суставы, все ноги, у меня спина очень сильно вчера болела, так что, блин, это очень, конечно, сказывается, все эти переезды на здоровье, но сегодня будем отлеживаться на солнышке. Планов у меня много, что касается тренировок, в основном я буду тренироваться дома, но то, что у меня увеличились ягодицы за счет набора как раз лишней
ну, лишней как бы жировой прослойки. Это мне нравится. Так что я сейчас очень себя комфортно чувствую. Какие-то там лишние килограмм-два скинуть для меня это не проблема. Главное, что я сейчас занята налаживанием своего здоровья после всех этих соревнований и так далее и тому подобное. Так что для меня сейчас это первостепенно. В общем, буду собираться и буду вам по ходу еще все рассказывать. Боже, это не собака, это какая-то блоха. Эма, ну все, пойдем, пойдем. Эма. В общем, мы уже приехали и пытаемся погулять с Эмой. Для нее эта трава какая-то слишком высокая, она прыгает как заяц по ней. У нас здесь такая классная территория возле Кондо. Здесь все так красиво, ухожено. Эм, иди сюда, иди ко мне. О, прям как для тебя. Кидрант. Класс, все так миленько. Посмотрите на эти грибы. Это же грибы, елки-палки, они просто гигантские. И вон, кстати, там есть классная площадка для собачек, специально огражденная. Так, хотела вам, ребята, рассказать, как же мы переехали, как это мы все организовывали, потому что на самом деле очень сложно все далось морально, физически, потому что очень много разных таких мелочей, из которых нужно как бы сложить новую жизнь здесь, поменять, допустим, перенаправить электричество, подключить здесь, интернет, всякие там документы, ID поменять, другой адрес. В общем, очень много всего пришлось сделать. Мы буквально за пару дней здесь все сделали, там мы неделями это все подготавливали. Мы сначала думали как бы нанять людей, во-первых, водителя, для того, чтобы он трек перевез нам сюда, в Дейтону, потому что Дима никогда треки не возил. Он, ну, в большей степени, наверное, год только за рулем. И там у нас в Украине он, может быть, месяца 2 водил, наверное, машину. Ну, как бы мы подумали, что это, наверное, все-таки не наш вариант. И мы, как всегда, все самостоятельно сделали. Нам это все обошлось $150. Мы взяли в аренду Ten Truck, это называется, от U-Haul. Очень популярный бренд здесь. Тут вообще тема переездов очень распространена. И, получается, мы сами перетащили все. Дима сам вел этот трек. Было, конечно, стремновато, потому что он, ну, блин, наверное, в 2 раза длиннее нашей машины, в 2 раза шире нашей машины. Было страшновато, конечно, но особенно по хайвею ехать. Вот реально мы хотим пару деньков вообще поваляться, ничего не делать, чтобы просто прийти в себя наконец-то, отдохнуть и понять, что мы переехали. Потому что, блин, как я сказала, это все очень-очень сложно нам удалось. Да, я все еще ем этот салат с арахисом. Я не знаю, мне он никогда не надоест. И крекеры вместе с зерненым творогом. И, кстати, яичницу это тоже так же само ем. Вот у меня как приспичит что-то вот одно и то же есть, так я и ем это постоянно. Пока что мне очень нравится уже как несколько месяцев. Я, кстати, здесь добавила еще барбекю соус. Очень здесь часто можно его встретить, очень вкусный. Так, чисто для разнообразия. И у меня здесь будет кофеек еще вместе с молоком. Так что сейчас перекусим и будем разгребать вещи дальше, хотя не так уж и много осталось на самом деле. Ты ли не обнаглела лежать на кроватке на моем месте, а? Ты ли не обнаглела, жирненькая? Жирненькая колбаска моя. Жирненькая. Ай. Она первые 2 ночи, наверное, так плакала вообще. Она, конечно,
немножечко стрессанула, когда мы переехали. И когда мы вообще перетаскивали вещи с той квартиры в трек, мы последние вытащили вещи. И она как будто поняла, что вот эти последние вещи, ничего нет, комната пустая, меня оставили. И как начала плакать, как начала выть. Думали, что ее оставили дома. Боже, это вообще была комедия, конечно. Вот вам и дождик во Флориде. Обалдеть, так резко начался вообще. Прям лывыняку. Мы уже, кстати, здесь практически установили студию, где я буду снимать. Мы даже купили дополнительный свет, аж 3 штуки, чтобы было гораздо качественнее. Хочется все-таки повышать качество при переезде. И, кстати, у меня такая довольно симпатичная кухня здесь. Я думаю, неплохая картинка будет, если я буду снимать вам рецепты какие-то. Только что я делала прямой эфир в Инстаграме и хочу примерно те же самые ответы повторить здесь, потому что вы постоянно мне спрашиваете примерно одно и то же, и пусть уже ответы будут в одном месте. По поводу расписания здесь на канале, я его убрала, потому что я чувствую, что я не могу придерживаться какого-то одного расписания. У меня когда-то есть время, желание, вдохновление что-то снимать, когда-то его нет. Пусть уж я буду снимать то, что вот мне нравится, и это будет, вот, допустим, раз в неделю, 2 раза в неделю, вот как пойдет, чем я буду просто снимать ролик, лишь бы это было просто в расписании. Мне кажется, так будет лучше. Я говорила вам в каком-то из роликов здесь на Тиджим, что мне сложно вести 2 канала, что, ну, как бы все меньше и меньше времени есть на это все, и как-то не сильно мне и снимается больше на этот канал, на Тиглоу. И я решила оставить этот главный канал Тиджим как один канал. Здесь будет как бы все, влоги о питании, совмещенные просто с влогами о жизни и просто вообще спорт, о питании, в общем, все будет на этом канале. Мне не жалко и так далее, все эти воспоминания, там, Таиланд, да, классные видео, но все это останется вот тут, в нашей голове, в наших воспоминаниях вместе с Димой, и мне так будет проще, поэтому я очень надеюсь, что вы понимаете, не злитесь, не обижаетесь и так далее. Все-таки, как ни крути, это мой канал, и я думаю, что я вправе принимать решение, что мне с ним сделать или нет. Ну, а главный канал Тиджим, конечно же, остается, он никуда не денется, насчет этого не переживайте. Так что, ребят, наверное, буду заканчивать этот влог. Он и так, наверное, уже получился очень длинным. Буду стараться снимать видео чаще, как я вам обещала, но, опять же, не буду слишком зацикливаться над этим, потому что сейчас очень много, на самом деле, работы навалилось, тем более мы переехали в новый город, нужно как-то тут остановиться, вообще понять, что происходит, потому что, когда ты переезжаешь в новое место, как-то такое ощущение, что ты начинаешь как-то жизнь заново. Все нужно, опять же, менять, эти самые документы. Так что надеюсь, очень, ребят, надеюсь, что вы это все понимаете и поддерживаете меня. Опять же, я благодарна вот моим зрителям, что вы все еще со мной, все еще понимаете меня, поддерживаете. Большое-большое спасибо вам за это, ребятки. Так что, ребятки, встретимся с вами совсем скоро. Может быть, на следующей тренировке. У меня очень-очень много планов насчет этого, но немножечко попозже об этом. Так что всех люблю, целую. Пока-пока!